пивоварение всегда было традиционным монашеским делом. В общем, я решил дать шанс Спенсеру «Ora et labora» или «Молись и работай». Монахи монастыря святого Иосифа основали первую и единственную на территории Соединенных Штатов Америки тропистскую пивоварню. Перед тем, как определиться, они 13 раз варили сорт в различных сочетаниях солодовых купажей. По сравнению с годичной давностью, это вообще другое пиво. Привет, друзья! Сегодня я познакомлю вас с единственной в Америке тропистской пивоварней, которая называется Spencer Brewery. А продегустируем их сорт в стиле Belgian Dark Strong Ale под названием Spencer Monsk Reserve Ale. Причем с некоторой особенностью. Но об этом позже. Не переключайтесь, будет интересно. Прежде чем поведать вам о пиве, расскажу о истории самой пивоварни. Она довольно молода, в конце текущего года ей исполнится 7 лет. Тропистские общины следуют завету так называемого правила святого Бенедикта, своеобразного руководства по монашеской жизни, датируемого VI веком, основой которого является истина. На латыни это звучит как «Ora et labora» или «Молись и работай». Монахам рекомендуется поддерживать свое существование и оказывать благотворительную помощь другим, производя и продавая товары, сделанные собственноручно. Подробнее об этом и о том, кто такие трописты, я рассказывал в одном из своих ранних видео, а именно видеодегустации номер 39 с обзором пива Chimay Doré от Brasserie de Chimay, аббатство Скурмонт. Так вот, более 60 лет монахи аббатства святого Иосифа готовили в монастыре джемы и желе под брендом Trappist Preservation. Этот бизнес позволял им поддерживать себя, а также предоставлять монашескую и благотворительную помощь бедным общинам и нуждающимся. Однако братство росло и старело, и это естественный процесс. Со временем финансов на все вышеперечисленные нужды стало не хватать, и возникла необходимость в дополнительном производстве, которое бы поддерживало сообщество и благотворительные организации в будущем. Стали думать. В то время один из братьев проявлял большой интерес к пивоварению и даже прошел обучение в местной крафтовой пивоварне. Со временем его страсть к пивоварению передалась еще нескольким монахам, которые также стали убежденными носителями идеи, что пивоварение всегда было традиционным монашеским делом. Таким образом, когда пришло время пересмотреть экономические пути будущего развития монастыря, идея создания пивоварни стала как нельзя кстати. По благословению настоятеля аббатства монахи приступили к двухлетней миссии по сбору информации. Они посетили каждую тропистскую пивоварню, чтобы получить как можно больше информации и опыта у европейских братьев. Начав с аббатства в Вестмале, они медленно продвигались по Бельгии, останавливаясь в монастырях и заводя дружбу с пивоварами, получая полезные знания, советы и дегустируя одни из лучших в мире сорта пива. Последней остановкой их первой поездки было аббатство Син-Сикстус с пивоварней, где производят знаменитые на весь мир сорта пива Вествлетерен. Позже была еще одна поездка по пивоварням, и уже к окончанию ее, после серьезных размышлений и подробных обсуждений, пришла уверенность, что созрел реалистичный план строительства собственной пивоварни при аббатстве. По монашеской традиции было проведено голосование, и братья поддержали подавляющим большинством идею строительства первой в Америке тропистской пивоварни. Колокольня, возвышающаяся над церковью аббатства святого Иосифа, является одной из определяющих архитектурных особенностей аббатства Спенсер. Как говорят монахи, ее видно издалека, и башня ведет многих путников в их духовный дом. Неудивительно, что именно она изображена на логотипе пивоварни. А шрифт, использованный в логотипе с названием Спенсер, был позаимствован из надписей на алтаре церкви аббатства, которые были созданы во время основания монастыря в 1950 году братом Дэвидом
Холли, монахом и художником аббатства Спенсер. Соблюдая тропистские традиции, пивоварню и бренд пива назвали Спенсер в честь одноименного города в штате Массачусетс, где расположен монастырь. Так, в 2013 году монахи монастыря Святого Иосифа основали первую и единственную на территории Соединенных Штатов Америки тропистскую пивоварню. А 10 декабря того же 2013 года аббатство было сертифицировано Международной ассоциацией тропистов, и пивоварня Spencer Brewery стала на тот момент одной из 11 пивоварен, имеющих право использовать автентичный знак принадлежности к тропистским пивоварням. Сегодня таких пивоварен всего 13 в мире. Несмотря на консервативность тропистского движения, пивоварня Spencer очень современная, оснащенная высокотехнологичным оборудованием и довольно активная в социальных сетях. А ассортимент сортов пива довольно обширный и даже делится на несколько линеек. Это Trappist Classics, American Trappist Craft Beers и Spencer Fruit Series. Вернемся к нашему пиву. Spencer Monks Reserve Ale. Он позиционируется как классический тропистский квадрюпель, сваренный в бельгийских традициях. Согласно BJCP 2015, это категория Belgian Dark Strong Ale. Надеюсь, в новой редакции классификатора квадрюпели таки выделят в отдельный стиль. На сайте Rate Beer сорт имеет очень приличные баллы, хотя в топ-50 и не входит. Говорят, что монахи целых 3 года экспериментировали с рецептурой и ингредиентами для сорта Spencer Monks Reserve Ale. Перед тем, как определиться, они 13 раз варили сорт в различных сочетаниях солодовых купажей в поисках альтернативы использованию специй. Расскажу историю сегодняшнего экземпляра. Ровно год назад я приобрел себе 2 бутылочки этого пива. После дегустации одной из них мне сорт показался неоднозначным. Несмотря на то, что пиво уже тогда было практически на граничных сроках реализации, что говорило о том, что сорт более 1,5 лет находился в бутылке, он показался мне грубоватым, что ли. Но, как известно, высокоалкогольные сорта пива, такие как квадрюпели, империал стауты, доппельбоки, прекрасно поддаются эйджингу, то есть выдержке или старению. Со временем, при соблюдении определенных условий хранения, они становятся более мягкими, округлыми, разноплановыми и богатыми в своих ароматических и вкусовых букетах. В общем, я решил дать шанс Спенсеру и поставил его подальше в темную тумбочку с обещанием вернуться к нему через год. Чтобы не быть пустословным, тогда я выставил пост в своем Instagram, и сегодня вам его продемонстрирую. Пост от 10 июня 2019 года. Можете убедиться в моем Инстаграме. Что ж, давайте посмотрим, как время изменило это пиво. Содержание алкоголя здесь 10,2%, начальная плотность сусла 20%. Рекомендуемая температура подачи 14-16 градусов Цельсия. В составе у данного сорта вода, ячменный солод, хмель, сахар и дрожжи. У меня бутылочка емкостью 0,33 темного стекла. Кроме того, сорт также доступен в емкости 0,75. Крышечка красивая, с изображением геральдической гербовой лилии, надписями Spencer и Trappist Ale. Этикетки 2. На фронтальной логотип пивоварни с надписью American Trappist, ниже название сорта и позиционирование стиля как Trappist Quadruple. Еще ниже изображение тоже геральдической лилии и надпись Pair with Family and Friends, что обозначает что-то типа объединяет с семьей и друзьями. Слева внизу емкость бутылки, справа содержание алкоголя. По обоим бокам этикетки вертикальные надписи. Слева слово пиво на 8 языках, справа о том, что пиво сварено и разлито на Spencer Brewery. На контр-этикетке частично закрытой наклейкой дистрибьютора название и описание сорта, страна производства, основные характеристики и состав, адрес и контакты производителя, условия хранения и дата розлива 29 сентября 2017 года. При этом конечная дата реализации 21 июня 2019 года. То есть срок реализации совсем нестандартный, 1 год и 9 месяцев. Сегодня 10 июня 2020 года. Ровно год, как эта бутылочка у меня. И в общей сложности 2 года и почти 9 месяцев сорт находится в бутылке. Слева внизу знак автентичного тропистского продукта, упоминание, что пиво сварено на пивоварне при аббатстве, надпись «Сделано в США» и изображение американского флага. Правее конечная дата реализации и штрих-код. Также есть этикетка на горлышке, на которой изображение знака автентичного тропистского продукта и надпись American Trappist.
Общее впечатление о дизайне бутылки положительное. Несмотря на кажущуюся простоту, все же прослеживается какая-то статусность и стиль. Мне кажется, что именно геральдические символы, а также текстура бумаги и правильно подобранные цвета придают такое впечатление. Кроме того, все реквизиты наглядные и достаточно информативны. В общем, зачет. Давайте пробовать. Be natural, be spiritual, be free. Пиво цвета красного дерева, рубиновое на просвет, слегка туманное, средней высоты пенной шапкой, однородной структуры, бежевого цвета, довольно устойчивой. Карбонизация довольно спокойная. Аромат я уже чувствую издалека. Посмотрите, как это выглядит в бокале, и будем пробовать. В аромате мягкая, карамельно-жареная солодовая насыщенность, сложносоставная, с сухофруктовыми нотами чернослива, изюма, инжира, вишни, винными или даже ликерными намеками. Вау, очень круто. Очень сбалансированный, классный такой, вообще бархатный, богатый аромат. Очень круто. По сравнению с годичной давностью, это вообще другое пиво. Давайте попробуем его на вкус. Богатый солодовый купаж проявляет всю красоту карамельно-жареных солодов. Очень мягко, сложно, разнопланово, насыщенно. Сухофрукты из аромата смачно переходят во вкус, проявляя нектарную сладость с бисквитными тонами, пряными и черно-шоколадными нотами, цветочными нюансами, с балансирующей ягодной кислинкой. Хмелевая горечь бархатистая, мягкая, древесного характера, с легкими цветочно-травяными намеками в равновесии с согревающим алкоголем. Не грубым, как год назад, а благородным. Тело плотное, нектароподобное, округлое. Питкость не свойственная этому стилю, он для гурманов, медленно смакующих каждый глоток, созерцая и раскладывая сложносоставной вкус на элементы. И подобно вину в поисках истины и осознания себя. Послевкусие долгое, с почти ликерными проявлениями алкоголя, утихающей солодовой такой ликерной сладостью, медленно уходящей в сухость, с проявлением фруктовых ассоциаций сливы, инжира, барбариса, бузины, вишни и синего винограда. Что тут сказать? Трописты – это уровень. Что бы там ни говорили. А квадрюпли – это квинтэссенция монашеского пивоварения. Резюмирую. Выдержка очень сильно, можно сказать, кардинально изменила сорт, скрыв практически все его недостатки годичной давности. Он повзрослел, стал вальяжным и статусным, вошел с собой в равновесие, округлил вкус, стал мягче, раскрыл весь свой потенциал, будто распустил павлиний хвост. Я знал, что он непрост, потому и дал ему шанс. И как показало время, не зря. Очень всем рекомендую обязательно брать подобные сорта на выдержку. Регулярная стоимость данного сорта пива в бутылочке 0,33 в Украине год назад была около 109 гривен. И это приблизительно $4 на американские деньги. Но тогда я приобрел его по акции, как я уже говорил, на граничных сроках реализации за 44 гривны. А это около $1,60. А на сегодня у меня все. Пейте правильное пиво, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, делайте перепосты, ставьте палец вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на моем канале. Будет интересно. Пока-пока, друзья.